В этих местах человек должен погибать за считанные месяцы. Но местные жители рождаются и живут здесь поколениями, потому что их кровь больше не похожа на нашу. Аргентина. Суровое плато Пуна в Андах. Высота почти 4000 метров. Деревня Сан-Антонио-де-лос-Коброс выглядит как обычное забытое поселение на краю света. Но земля и вода здесь пропитаны ядом, который копился в вулканических породах тысячелетиями. Это мышьяк, идеальный тихий убийца, разрушающий клеточное дыхание и структуру ДНК. В любой точке мира такая вода медленно, но верно превращает внутренние органы в руины. А здесь люди пьют ее каждый день, варят в ней еду и поят детей. Местная легенда гласит, что духи гор прокляли эти ручьи, чтобы отпугнуть чужаков. И рассказывают, что лишь истинные дети скал могут пить слезы земли без страха. Долгие годы это считалось красивой сказкой, пока сюда не приехала группа генетиков. Анализ горных ручьев показал концентрацию мышьяка, превышающую безопасные нормы в десятки раз. По всем законам токсикологии население должно было страдать от массовых поражений кожи и органов. Ученые развернули мобильные лаборатории, ожидая увидеть эпидемиологическую катастрофу. Но вместо умирающих пациентов они увидели абсолютно здоровых людей. Дети, старики, беременные женщины. Яд циркулировал в их венах, но не причинял вреда. Загадка крылась в том, как именно их организмы расщепляли смертельный элемент. Обычный человек перерабатывает мышьяк медленно, и токсин успевает нанести непоправимый удар по тканям. У жителей Сан-Антонио-де-лос-Кобрес этот биохимический процесс протекает с невероятной скоростью. Их печень мгновенно связывает мышьяк в безопасные соединения и выводит его до того, как он успеет убить. Возник резонный вопрос: как долго природа ставила этот безжалостный эксперимент? Ответ нашли в древних захоронениях мумий возрастом 7000 лет, обнаруженных неподалеку. В волосах этих древних останков исследователи зафиксировали те же запредельные дозы токсина. То есть тысячелетиями смерть безжалостно отсеивала слабых прямо на этих холодных склонах. Выживали только те, чья физиология совершила невозможный генетический скачок. Без современных лабораторий, без учебников по медицине, природа сама отредактировала их биологию. Ученые нашли у этих людей уникальную вариацию гена AS3MT, который работает как форсированный антидот. Это был первый маркер, доказавший, что базовые законы биологии не высечены в камне. Но чтобы понять истинный масштаб пластичности человека, нам нужно подняться еще выше. Туда, где сама разреженность воздуха десятилетиями сводила лучших врачей планеты с ума. Тибетское Нагорье часто называют крышей мира, но для обычного человека это зона смерти. На высоте более 4000 метров кислорода в воздухе на 40% меньше, чем на уровне моря. Организм равнинного жителя здесь немедленно запускает режим спасения, начиная судорожно производить эритроциты. Логика природы проста. Меньше кислорода значит нужно больше клеток-переносчиков, чтобы захватить его остатки. Но эта защитная реакция имеет чудовищную цену. Кровь становится слишком густой. Она превращается в вязкий осадок, перегружая сердце и разрывая сосуды. Это состояние известно как хроническая горная болезнь, и она десятилетиями убивает людей в Андах. Поэтому, когда в середине 20 века западные врачи начали исследовать здоровье тибетцев, они ожидали худшего. Они были уверены, что найдут нацию, страдающую от массовых тромбозов и сердечной недостаточности. Врачи массово брали образцы крови у местных жителей в горных деревнях. И результаты анализов повергли научный мир в полнейший ступор. Кровь тибетцев не была густой. Уровень гемоглобина у них был таким же, как у людей, живущих у моря. Для медицины того времени это выглядело как полная бессмыслица, нарушающая законы физиологии. При таком низком уровне красных кровяных телец на высоте в 5 километров человек должен был задыхаться от слабости. Ученые сделали единственный логичный для них вывод.
Перед ними тяжело больная популяция. Десятилетиями тибетцам ставили диагноз «хроническая анемия», пытаясь лечить их препаратами железа. Это была одна из самых масштабных врачебных ошибок в истории высокогорной медицины. Ведь эти больные люди играючи носили на спинах грузы по 40 килограммов через ледяные перевалы. Женщины рожали здоровых детей в условиях, где у обычных жительниц равнин неизбежно случается гипоксия плода. Их тела просто отказались играть по правилам млекопитающих. Тибетцы не стали загущать свою кровь смертоносным избытком эритроцитов. Они нашли способ доставлять кислород тканям при минимальном количестве транспортных клеток. Без современных генных модификаторов, без учебников биологии, эволюция обошла смертельную ловушку гор. Местные жители верили, что их дыхание благословлено самим небом, дающим силы жить у облаков. И только в начале 21 века с появлением мощных секвенаторов правда выплыла наружу. Ответ прятался не в строении их легких и не в форме кровеносных сосудов. Ключ к их выживанию был зашифрован глубоко в клеточном ядре, в скрытом участке генетического кода. Чтобы понять механизм этого взлома, биологам пришлось разобрать тибетский геном буквально по нуклеотидам. И там, среди миллиардов букв ДНК, они обнаружили мутацию, которая изменила все. Ген, который навсегда отделил горный народ от остального человечества. Внутри каждой клетки нашего тела есть молекулярный датчик, который постоянно измеряет уровень кислорода. Если кислорода становится мало, этот датчик бьет тревогу и приказывает костному мозгу штамповать эритроциты. Главный переключатель в этой системе экстренного спасения – ген под названием EPAS1. У жителей равнин он работает как сверхчувствительная пожарная сигнализация, реагируя на малейшую нехватку воздуха. Именно из-за его панической реакции обычные альпинисты получают смертельно густую кровь и тромбозы. Но когда генетики вскрыли код тибетцев, они обнаружили, что их сигнализация сломана. Точнее, она была ювелирно перенастроена самой природой для выживания на пределе. Мутировавший ген EPAS1 у горцев работает не как жесткий рубильник, а как мягкий диммер. Он искусственно занижает чувствительность клеток к гипоксии, приказывая телу не паниковать. Без паники костный мозг не производит лишних эритроцитов, и кровь остается жидкой, сохраняя сердце здоровым. Но если транспортных клеток мало, как они вообще получают нужный кислород на высоте 5 километров? Разгадка крылась в другой биохимической хитрости. Их сосуды вырабатывают аномальное количество оксида азота. Этот газ работает как мощный расширитель, заставляя артерии и капилляры тибетцев открываться шире. Они компенсируют нехватку эритроцитов огромной скоростью и гигантским объемом перекачиваемой жидкой крови. Без генной инженерии, без учебников, природа собрала безупречный биологический двигатель. Это не просто физическое приспособление, это фундаментальное переписывание базовой комплектации человека. Самое пугающее в этой истории – экстремальная скорость, с которой произошла мутация. Обычно на подобные радикальные изменения внутри вида эволюции требуются сотни тысяч лет. Но генетические часы показали, что тибетский вариант EPAS1 закрепился в популяции всего за 3000 лет. Для биологов это прозвучало как выстрел. Значит, естественный отбор здесь работал с немыслимой жестокостью. Женщины без мутации просто не могли выносить детей в условиях гипоксии. Выживали только носители измененного кода. Среда действовала как безжалостный редактор, стирая тех, кто не соответствовал новым правилам высокогорья. Напишите свое мнение в комментариях. Как вы думаете, сколько еще таких спящих генетических щитов скрыто в нашей крови? Открытие тибетского варианта EPAS1 стало научной сенсацией, но оно породило еще более мрачную загадку. Когда ученые попытались отследить историческое происхождение этой мутации, компьютерные алгоритмы выдали ошибку. Измененный кусок кода был настолько чужеродным, что совершенно не вписывался в древо эволюции современного Homo sapiens.
Этот фрагмент не был результатом постепенного приспособления. Он выглядел так, будто его вставили извне. Научный мир замер на пороге открытия, которое навсегда перепишет историю происхождения всего человечества. Но чтобы найти настоящего хозяина этого странного гена, нам придется оставить Тибет и спуститься туда, где невидимая энергия Земли ломает человеческие клетки еще более жутким способом. Иран. Побережье Каспийского моря, где утопающий в зелени город скрывает невидимого убийцу. Добро пожаловать в Рамсар, место с самым высоким уровнем естественной радиации на планете. Под этими живописными холмами текут термальные источники, растворяющие в себе радиоактивный радий-226. Газ радон просачивается сквозь почву, оседает на стенах домов и попадает в легкие с каждым вдохом. Здесь годовая доза облучения может достигать 260 миллизивертов. Для понимания, это в десятки раз превышает международные нормы безопасности даже для работников атомных станций. По всем законам медицины, улицы этого города должны быть переполнены жертвами лучевой болезни. Излучение такой мощности работает как микроскопическая шрапнель, безжалостно разрывающая нити ДНК в клетках. Но местные жители не просто выживают, они купаются в радиоактивных источниках и строят дома из фонящего известняка. Старики рассказывают, что эта теплая земля лечит суставы и дарует долголетие, впитывая людскую хворь. Когда сюда прибыли радиобиологи, они взяли образцы крови, ожидая увидеть катастрофический уровень клеточных мутаций. Однако статистика онкозаболеваний в Рамсаре оказалась такой же, как в любом безопасном городе мира. Загадка была не в том, что радиация не вредила им. Радиация ломала их ДНК каждую секунду. Дело было в том, с какой чудовищной скоростью их организм восстанавливал разрушенное. У обычного человека система репарации ДНК – это неспешная ремонтная бригада. Она не справляется с завалами при облучении. У жителей Рамсара гены репарации перешли в режим вечной, непрекращающейся боевой готовности. Их клетки производят колоссальное количество защитных белков, которые сшивают разорванные хромосомы на лету. Ученые подвергли кровь этих людей экстремальному гамма-облучению прямо в лаборатории. Обычные клетки крови от такой дозы превратились бы в мертвый генетический мусор. Но лимфоциты рамсарцев пережили удар и полностью восстановили свою структуру за считанные часы. Их иммунная система буквально научилась питаться фоновой радиацией, используя ее как постоянный тонизирующий стресс. Без свинцовых фартуков, без сложных препаратов эволюция создала биологический щит от радиации прямо в человеческом теле. Но этот щит имеет один пугающий изъян, который ставит исследователей в тупик. Если жители Рамсара переезжают в безопасный город без радиации, его гипертрофированная система защиты начинает атаковать саму себя. Тело, рожденное в аномальной зоне, уже не способно существовать в нормальном мире. Это доказывает, что окружающая среда переписывает нас не только глубоко, но и необратимо. Кажется, что природа создает новых людей прямо сейчас, лепя из нас идеальные машины для выживания. Но когда генетики копнули еще глубже в историю этих мутаций, они совершили леденящее душу открытие. Выяснилось, что некоторые из этих спасительных кодов появились в нашей крови задолго до того, как мы стали людьми. Чтобы понять, откуда взялись эти генетические призраки, нам нужно спуститься в мрачную пещеру на Алтае. Денисова пещера на Алтае. Холодное и сырое укрытие, где время застыло в каменной пыли. В 2008 году археологи нашли здесь крошечный фрагмент кости, фалангу детского пальца. Когда генетики извлекли из нее ДНК, они поняли, что кость не принадлежит ни неандертальцу, ни человеку разумному. Это был совершенно новый, неизвестный ранее вид древних людей, вымерший десятки тысяч лет назад. Денисовцы обитали в суровых условиях ледникового периода и, как оказалось, забирались высоко в горы. И именно здесь кроется разгадка той самой аномалии в крови тибетцев, ломавшей голову врачам. Ученые взяли тот самый чужеродный фрагмент гена ЕПОС-1, найденный у горцев, и сравнили его с базой данных.
Совпадение с ДНК вымершего денисовского человека составило ошеломляющие 100%. Это означало только одно – древние предки современных тибетцев скрещивались с денисовцами. И в результате этого союза наши предки получили в наследство готовый генетический код выживания в гипоксии. Без генных лабораторий, без учебников природа просто скопировала удачное решение у другого вида. Когда люди спустились на равнины, этот архаичный ген оказался бесполезным и постепенно исчез из их ДНК. Но для тех, кто остался на смертельно высоких плато Тибета, этот осколок чужого генома стал единственным шансом. Эволюция сработала как сито. Выжили только те, кто нес в своей крови тень давно исчезнувших денисовцев. Представьте себе масштаб этой картины. Вид вымер 40 тысяч лет назад. От него не осталось ничего. Ни городов, ни костей, ни орудий труда. Только горстка пыли в одной пещере на Алтае. Но их лучшее эволюционное изобретение прямо сейчас бьется в сердцах миллионов тибетцев. Мы привыкли считать себя венцом творения, чистым листом, который природа пишет с нуля. На деле современный человек — это генетическая химера, собранная из обломков других проигравших видов. И эти спящие архаичные фрагменты — наша последняя линия обороны, когда планета пытается нас убить. Ученые называют это интрогрессией, заимствованием полезных признаков у чужаков. Это открытие навсегда разрушило миф о прямолинейной и независимой эволюции Homo sapiens. Возникает вопрос: сколько еще призраков вымерших рас дремлет в нашей крови прямо сейчас? Какие еще древние коды ждут своего часа, чтобы проснуться при смене климата или радиационном ударе? История тибетцев показывает, что мы можем адаптироваться к чему угодно, если под рукой есть нужный код. Но у таких внезапных мутаций, ломающих базовую физиологию, всегда есть своя цена. Природа не терпит резких вмешательств без последствий. Если где-то прибыло, значит где-то произошел сбой. И чтобы увидеть самую пугающую плату за выживание, нам нужно покинуть заснеженные вершины Тибета. Мы отправимся в Юго-Восточную Азию, в бескрайние бирюзовые воды океана, туда, где мутация превратила человеческие внутренности в нечто больше похожее на органы морских млекопитающих. Индонезия. Бирюзовые воды моря Сулавеси скрывают народ, который почти не ступает на твердую землю. Их называют баджо – морские цыгане, кочевники океана, проводящие под водой до 60% своего рабочего времени. Обычный человек может задержать дыхание под водой от силы на пару минут, прежде чем мозг начнет умирать. Ныряльщики баджо спускаются на глубину до 70 метров, задерживая дыхание на невероятные 10 минут. Без аквалангов, без кислородных баллонов, только деревянные очки ручной работы и тяжелый пояс со свинцовыми грузилами. Долгое время физиологи считали это результатом изнурительных тренировок с самого раннего детства. Ученые полагали, что их легкие просто растянуты до аномальных размеров за счет многолетней практики ныряния. Но когда медики привезли портативный аппарат УЗИ в их плавучие деревни, учебники анатомии снова пришлось закрыть. Легкие баджо оказались абсолютно стандартными. А вот другой внутренний орган буквально шокировал исследователей. Их селезенка была огромной, на 50% больше, чем у любого среднестатистического жителя суши. Селезенка работает в нашем теле как биологический фильтр для крови и резервуар, где хранятся запасные эритроциты. Когда млекопитающее ныряет в холодную воду, срабатывает древний рефлекс, и селезенка резко сжимается. Она форсированно выбрасывает в кровоток порцию свежих эритроцитов, заряженных кислородом, давая мозгу резервные секунды жизни. У баджо этот орган превратился в гигантский встроенный акваланг, хранящий колоссальный запас спасательных клеток прямо в брюшной полости. Но биологи знают, внутренние органы не могут просто так увеличиться в 1,5 раза исключительно от спортивных тренировок. Анатомия человека не пластилин.
Для такого масштабного физического изменения нужно было переписать базовый генетический код. Генетический анализ выявил у морских кочевников специфическую, нигде больше не встречающуюся мутацию в гене PDE10A. Этот ген контролирует выработку гормонов щитовидной железы, которые напрямую управляют физическим размером селезенки. Океанская среда взломала эндокринную систему целого народа, чтобы заставить один конкретный орган бесконтрольно расти. Эволюция хладнокровно пожертвовала нормальной анатомией Баджо ради одной единственной цели – выживания на убийственной глубине. И самое страшное в этой анатомической адаптации – то, что она оказалась абсолютно необратимой и жестко наследуемой. УЗИ показало, что огромная селезенка есть даже у тех членов племени, кто вообще никогда в жизни не нырял за рыбой. Дети Баджо рождаются с гипертрофированным органом, который готовится к давлению океанских глубин еще в утробе матери. Это значит, что мутация навсегда закрепилась в их ДНК, отрезав им путь назад к обычной человеческой физиологии. Если орган, переполненный густой кровью, продолжит эволюционно увеличиваться в следующих поколениях, это грозит фатальными разрывами тканей. Природа не раздает бонусы бесплатно. Каждая экстремальная генетическая адаптация – это кредит, который однажды придется вернуть с процентами. Мутация PDE10A пугающе демонстрирует, что человеческое тело может стать полигоном для самых радикальных экспериментов среды. Но если вы думаете, что такие трансформации – это дела давно минувших тысячелетий, вы глубоко ошибаетесь. Прямо сейчас, в эту самую секунду, в другой точке планеты кровь человека продолжает необратимо меняться, ломая законы науки. И это доказывает, что эволюционный черновик нашего вида еще даже не близок к своему завершению. Долгие годы в академических кругах господствовала высокомерная теория. Считалось, что с развитием медицины и технологий человеческая эволюция навсегда остановилась. Мы решили, что стали венцом творения, законченным продуктом, не подвластным законам дикой природы. Но чтобы опровергнуть это, не нужно ехать в гималайские снега или иранские радиоактивные пустоши. Достаточно заглянуть в живописную итальянскую деревню Лимоне-Суль-Гарда, затерянную среди Альпийских озер. Здесь, среди оливковых рощ и беззаботных туристов, биологический триллер разворачивается прямо сейчас. В конце 20 века врачи обратили внимание на абсолютно аномальный состав крови местных жителей. У них был критически низкий уровень липопротеинов, что по всем правилам науки гарантирует тяжелые инфаркты и тромбы. Но кардиологические отделения больницы в Лимоне стояли пустыми. Эти люди не болели сердечными заболеваниями вообще. Разгадка таилась в крошечном изменении белка, который позже получил название аполипопротеин А1 Милана. Этот мутировавший маркер крови работает как безжалостный молекулярный пылесос, мгновенно растворяя жировые отложения. Носители этого гена могут игнорировать диеты и спорт. Их измененная физиология сама вычищает сосуды. И самое поразительное – генетики смогли отследить появление этой суперспособности буквально по записям в книгах. Мутация впервые возникла всего 200 с небольшим лет назад у одного единственного человека – Джованни Помарди. Без лабораторий, без учебников, природа создала безупречный апгрейд человеческого тела прямо посреди просвещенной Европы. Сегодня этот защитный маркер уже передался десяткам потомков, и они ходят среди нас, обладая недосягаемой для медицины неуязвимостью. Это неопровержимое доказательство того, что черновик под названием «Человек разумный» все еще пишется. Эти 7 аномальных зон планеты складываются в единую, пугающую и прекрасную картину нашей истинной природы. Мы не застывший в камне продукт. Мы – пластичная, живая глина, которую безжалостно лепит планета. Токсичные горы, высокогорная гипоксия, смертельная радиация, раздавливающее давление океана – это не просто среда обитания, это генетические триггеры, взламывающие наш биологический код поколение за поколением ради выживания вида. Эволюция не осталась в пыльных учебниках археологии.
Она прямо сейчас течет по нашим венам. Каждая новая глобальная угроза, будь то синтетика в воде или изменение климата, уже запускает невидимый цикл отбора. Напишите свое мнение в комментариях. Как вы думаете, какая мутация станет жизненно необходимой человечеству в следующем веке? Наука только начинает осознавать, что мы не знаем даже десятой доли того, что скрыто в нашем собственном геноме. Осколки древних видов, защитные барьеры от радиации, врожденные противоядия – все это зашито в нас до востребования. Мы носим в своей крови ключи от дверей, которые еще даже не появились на нашем историческом пути. Наша биология – это не монолитный замок, который нужно охранять, а открытая программа, готовая переписать саму себя. И она сделает это без колебаний, ради выживания вида любой ценой. Эволюция не закончена, она только начинается.